Привет! Никогда не угадаете, куда мы сегодня приехали. Да-да-да, дорогие друзья, вы не ошиблись, это действительно он, тот самый замечательный завод Tribest в Южной Корее. И сегодня нас ждет увлекательная экскурсия. Ну что ж, приступим. Как мы можем наблюдать, в нашем производственном цехе находится 8 больших конвейерных прессовых машин. Эти машины работают круглые сутки, если это необходимо. В другом случае здесь сейчас немного народу, потому что у нас сейчас на предприятии Tribest обед. И мы, пользуясь этим, чтобы не мешать рабочим, немножко расскажем о самом производственном цехе. Он, как вы видите, очень большой. В каждой этой прессовой машине можно использовать различные матрицы. Матрицы у нас находятся на втором этаже. Они могут быть как очень маленькие, так и очень большие. Здесь производится только пластик. В данный момент сейчас производятся задние стенки из АБС-пластика для дегидраторов Сидона. Мешок АБС-пластика «Настоящая Южная Корея», Made in Korea, отделение LG химическое. Пластик вот в таких вот гранулах поступает на завод. Разница этого пластика от дешевого китайского пластика тем, что он не содержит ни капли бисфенола, очень опасного химического элемента, который абсолютно непригоден для бытовой техники. Сейчас мы увидим просто, как непосредственно входит задняя часть Сидоны. Пресс отрабатывает свою систему под очень большим давлением. Механизм управления достаточно простой, и через несколько секунд нам вылезет готовая запчасть. Эти запчасти, забегая вперед, немного скажу, собираются в специальные коробки и отправляются в сборочный цех. На предприятии нету никакого специфического запаха неприятного, то есть люди здесь работают без масок. Сама деталь еще немного теплая, но абсолютно нейтральная, имеет запах с чистого АБС-пластика. Рабочий срезал центральную часть, это его задача, после чего эти запчасти пойдут в сборочный цех, который мы сейчас посетим. После производства этого пластика он помещается в желтые коробки, которые вы можете наблюдать. Здесь же желтые коробки нужны для того, чтобы не спутать готовый товар от запчастей. В этих желтых коробках по заводу перемещается между цехами из производственного цеха в сборочный цех запчасти, после чего будет происходить сборка, которую мы увидим позже. Давайте пойдем дальше. Мы с вами находимся в сборочном цехе. Сегодня с конвейера сходят новые проращиватели Fresh Life FL3000. Давайте же посмотрим, как их делают. Первый этап сборки – это установка двигателя в основании проращивателя. Рабочий сначала фиксирует двигатель специальным инструментом, а затем на станке запрессовывает герметичную прокладку для электропроводки. В данный момент мы видим, как производится тест герметичности проращивателя, чтобы в ванночке никуда вода не выливалась. То есть каждый ваш проращиватель, когда вы его получаете, уже протестирован. И 100% доказана его герметичность на каждом аппарате. Другие процессы можно увидеть, если обратить внимание на сам конвейер. Он работает очень медленно, но его обслуживает сразу около 10 человек. Количество рабочих может быть увеличено, если есть необходимость по плану сделать большее количество продукции. После того, как проращиватель был установлен двигатель, и после проверки его герметичности он переходит на следующий этап — установка микросхемы.
Обратите внимание, микросхема здесь очень маленькая, в ней есть предохранитель, и когда она по каким-либо причинам может выйти из строя, ее легко заменить. Соответственно, имея эти запчасти в наличии, вы будете гарантированы долгим сроком службы вашего проращивателя. Вот в данный этап, как я уже говорил, идет установка микросхемы, подключение двигателя, проводов питания и в дальнейшем остального навесного оборудования, установки крышки и непосредственно упаковки самого проращивателя в коробку. Непосредственно последним этапом перед упаковкой является установка нижнего основания и проверка работоспособности двигателя. Окончательный этап производства – это установка выключателей, подключение выключателей непосредственно к микросхеме и проверка работоспособности на специальном тестовом стенде работоспособности двигателя уже с подключенной микросхемой. Сейчас вот подключим нижнее основание, спрячем провода и рабочий закрутит корпус, после чего подключит провод и увидит, как прибор покажет значение соответствующей технической характеристики для нормальной работы двигателя-проращивателя. После чего идет продувка, потому что мы тестировали до этого герметичность, и наклейка стикеров. Стикеры у нас обозначают контроль качества, один, другой дата выхода с конвейера, сейчас вот март 2014 года, и европейский сертификат пригодности для работы в наших электросетях. Финальные этапы – это закладывание остаточных запчастей, это, как вы помните, специальные листики, чтобы наши семена не проваливались, когда мы их проращиваем. Это непосредственно разбрызгиватели, шнур питания. Все это упаковывается в специальные красивые пакетики герметичные, передается на вложение инструкции. Здесь у нас сейчас инструкция на английском языке, но в дальнейшем она будет на русском для поставки в Россию. Вот наш проращиватель уже вложен в готовую коробку, которая имеет яркий зеленый цвет, вы ее узнаете, FL3000, и транспортировочная коробка для сохранения презентабельного внешнего вида. Производитель всегда заботится не только о качестве, но и о красоте своей продукции. Единственное, что осталось заложить, это специальные уголки из прочного толстого картона, которые сдерживают механические повреждения при транспортировке. Ну вот и все, дорогие друзья, наш проращиватель готов. И непосредственно вот в таком виде он уже доходит до конечного покупателя, до нас с вами. И пользоваться этим проращивателем одно удовольствие, потому что они тише других, потому что у них регулируется высота, то есть, соответственно, давление на самой помпе. То есть можно устанавливать второй, третий этаж. Но об этом позже. Сейчас давайте посмотрим следующий цех. Вы можете наблюдать желтую бумажечку, на которой вверху написано название нашего государства, это Россия, а внизу мое имя. И мы сейчас находимся в помещении, можно сказать, складском, где готовый товар ждет свой контейнер. Завтра придет контейнер, а сегодня пока я могу вам рассказать, что все, что вы сейчас видите, улетает в Россию, в компании «Все соки». Перед вами ее учредитель, который все это любезно вам рассказывает. Здесь очень холодно, но я терплю. И это новая Сидона Комбо. Маленький секрет открою. Сейчас идет разработка третьего дегидратора Сидона, но производство еще не скоро, а разработка пока продолжается. Так что ждите, после Комбо выйдет уже что-то новенькое. Ну, здесь вы видите и блендеры, и всякого рода Green Star Elite. Достаточно большой контейнер будет, 40-футовый, но все, что нам осталось посмотреть на TriBest, это, наверное, упаковочный цех, он большой, и его окрестности, потому что здесь очень красиво, потому что это все-таки Южная Корея, друзья.
А сейчас, находясь на складских помещениях и осматривая свою партию товара, я обнаружил вот такой вот палету. Меня заинтересовало, что это. Оказалось, что это наши двигатели для Green Star Elite. Я вот сейчас достану один. Он очень тяжелый, как вы видите. И по внимательному изучению и по расспросам производственного персонала эти двигатели, выяснилось, производятся именно в Южной Корее. При этом они имеют 50 Гц и полностью приспособлены для нашего европейского рынка. Очень тяжелый такой аппарат, массивный. Обязательно на нем на каждом стоит дата выпуска с завода, серийный номер. И вообще любую партию товара можно всегда определить, на какую страну она произвелась и кто ее импортер. Вот непосредственно шнеки для Green Star Elite. Вы видите, что они немножко больше формы, чем для обычного Green Star. Упаковываются, приходят они уже в сборочный цех вот в таких коробках, в аккуратно завернутых газетках. Посмотрите, какая красота. Вот так выглядит это дело. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в офисе компании TriBest. Это пригород Сеула и завод Корупет. Передо мной главный инженер завода мистер Квак Чон, и он любезно согласился ответить на пару вопросов для нашей фирмы «Все соки». Ане хашимика, 잘게 자세히 소기, 해 주겠어요? 네. 저는 1999년 7월 1일 날 입사해서 지금까지 15년 여기 코르페드 코리아에서 근무하고 있고요. 제가 하는 일은 주로 오다 오면 오다 관리하고 컨테이너 장입, 그 다음에 발주 공장 전체를 관리하는 관리자입니다. 역사에 대해서 얘기해 주겠어요? 코르페드는 1990년도에 설립이 됐고요. 그 다음에 저희가 전자사업부로서 그린스타 골드가 1996년도에 만들었고요. 그 다음에 1998년도에 그린스타가 만들어졌고요. 그 다음에 2009년에 그린스타 엘리트가 만들어졌습니다. 그리고 프레시 라이프 같은 경우는 2002년도에 프레시 라이프가 만들어졌고요. 퍼스널 브랜드도 2002년도에 생산을 했고요. 세도나 건조기는 2011년도에 만들어졌으며, 저희가 플라스틱 사출을 한 거는 2010년 9월부터 플라스틱 사출을 했습니다. 지금 앞으로도 건조기 3, 그 다음에 그린스타 엘리트를 업그레이드 할 수 있는, 그 다음에 솔루스타 3 업그레이드 하는 거를 계속 개발하고 있고요. 거기까지입니다. 회사 미래에 대해서 얘기해 주시겠어요? 코르페드 코리아는 환경을 생각하는 기업이며 건강을 생각하는 기업입니다. 소비자가 원하는 제품을 만들도록 노력을 할 것이며, 소비자가 불편한 부분을 개선하려고 노력하고 있습니다. 좀 더 나은 물건을 만들기 위해서 건조기 및 솔루스타, 녹즙기 등 신형 모델이 앞으로도 계속 출시될 것입니다. 코르페드 코리아는 계속 성장하며 발전할 것입니다. 이상 감사합니다. 감사합니다. А сейчас непосредственно мы видим процесс погрузки контейнера. Вот именно вот таким способом, как поднимает меня, так и поднимается товар, погружается в контейнер, перебрасывается, очень плотно все уплотняется и летит в каждую сторону.
В данном случае эта партия идет к нам в Россию. Контейнер, как видите, загружается очень аккуратно, коробка к коробке, чтобы без проблем преодолеть долгий путь до страны назначения. Вот и подошла к концу наша экскурсия. Это были 2 непростых дня. Выражая глубокую благодарность компании Tribest за предоставленную возможность увидеть своими глазами и рассказать вам, как же производится их замечательная продукция. Далеко не каждая фабрика решится раскрыть все свои секреты. Отдельное спасибо сотрудникам завода и лично господину Квак Чону за душевный прием и корейское гостеприимство. Вокруг меня неописуемая красота. Представляю, как же приятно тут и жить, и работать. Но нам пора возвращаться домой. Надеюсь, вам понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Все Соки. С вами был Чиликин Виктор. До встречи в России!